Всем привет! Вы на канале Браун 2296. Сегодня мы разбираем товар, который на сайте называется аудиопровод. Так, сразу что скажем, что мы опять же идем немножко не по порядку, потому что те товары, которые я заказывал ранее, они пока еще не пришли. Вот. Поэтому исходим из того, что есть. Сейчас мы, значит, смотрим по старинке, откуда пришел товар. Значит, это Гонконг, Китай. Номинальная стоимость. Так, я надеюсь, будет видно. Сейчас, если что, приблизим. Так, значит, номинальная стоимость. Я думаю, здесь видно, вот 0,25. Очередная страшная цена. Сейчас это примерно где-то 24 рубля. У нас уже было так, что товар, который стоит вот такую стоимость, да, он лучше получается, чем товар, который там за доллары и прочее. Поэтому все очень, так скажем, рандомно, выборочно. То есть какой-то товар может за такую цену быть и очень хорошим. Поэтому сейчас будем смотреть. Так, что я скажу, значит, пока мы не распаковали. Товар на сайте стоит для меня с 40% скидкой 500 баллов. Значит, заказал я его 7 августа этого года. Значит, доставлено было за 18 дней, очень быстро, даже по меркам Почты России. Вот. Что еще прочитаем? Давайте, значит, пока, все равно, да, вот эту всю информацию говорю, давайте тогда прочитаем и описание сайта. Провод AUX. Зачем так два раза, непонятно. Значит, незаменимая вещь для меломанов. Здесь, конечно, я соглашусь. Действительно, если вы музыку любите, AUX, конечно, в машине особенно, эта вещь точно незаменимая. Давайте смотреть. Так, опять же мы ищем более пустое пространство. Где-то здесь, хотя там чувствуется, как будто что-то по всей упаковке, как будто размещено. Так. Что у нас тут? Ой, я, по-моему, зацепил эту наклейку. Бам. Угу. Упаковано хорошо. То есть пупырочка, чтобы товар был нормальный, не повредился там и так далее. Как видим, мы записки никакой здесь нет. Значит, это откладываем. А тут мы смотрим. Вообще, я думаю, что вот этот проводок, он будет сделан из металла. Он не сделан из металла. Это, скорее всего, какой-то... я даже не знаю. Знаете, как шнурок. Как шнурок. И внутрь, скорее всего, вот заложена как раз небольшая тонюсенькая проволока, да, чтобы вот он... Получается, как-то вот, работал и... какую-то связь между вашим устройством, да, и вот куда будете подключаться, чтобы он как-то работал. Вот, здесь что-то завязано. Давайте развязывать. Так. Завязали, чтобы он уж по всей упаковке там не разлетелся. Не распластался, так скажем. Что тут? По качеству на все, сколько там? 24 рубля, да? То есть здесь ничего особенного нет, абсолютно.
Типичный дешевый металл. Вот тут сразу понятно будет, вот где вот здесь есть этот крепление, да. Вот это очень быстро разболтается и оторвется. Это 100%. Если, ну, неаккуратно, небрежно делать. Так, ну, а так никаких сколов, ничего нету. То есть, так скажем, прям с завода. То есть не видно, ну, не вижу, чтобы был где-то, как будто он где-то завалялся там. Нет, вот такой вот проводочек. Опять же скажу, материал как шнурок. Вот. Ну и там что-то, значит, внутри проложено, потому что так вот нажимаешь достаточно твердо, твердо. Вот, чтобы вот было соединение между устройствами. Вот, естественно, там не просто целиком шнурок идет, потому что никакого взаимодействия бы и не было. Вот. Так что как-то так. Ну, что нам остается сказать еще? Что еще остается сказать? Естественно, я проверю. Опять же, надо будет с двух телефонов снимать, чтобы на одном, значит, устройстве ну, проигрывалась музыка, а на другом получается, ну, а с другого получается снимать. Вот. Так что обязательно протестируем, попробуем, посмотрим. Вот. Все, больше не о чем здесь говорить. Все вы видите сами. Простецкое достаточно, по-простецки достаточно все сделано. Вот. Ничего я не особого от этого товара не ожидал. Вот. Поэтому тут сказать больше нечего. Вот. На все там свои 24 рубля он полностью себя оправдывает. Вот. Осталось только посмотреть, проверить, как он будет работать. И будет ли работать вообще. Вот. Что? Заключительное положение. Товар соответствует своей цене в 24, приблизительно 24 рубля. Вот, за 500 баллов, не знаю пока, годится он или нет, потому что надо будет еще его протестировать и проверить. Видео с тестированием, естественно, я добавлю в конце видео. Вот. А пока как-то так. Пока как-то так. Вот. Что еще добавлю? Значит, сейчас разыгрывается товар Каподастер. На ютубе я, значит, отмечаю в подсказках этот, ну, быстрый переход на видео, чтобы вы посмотрели, выполнили условия, какие там сказано, и получили товар от меня. Ну, а если вы смотрите на Дзене, значит, видео так и называется, Каподастер. Переходите, выполняйте условия и получайте товар от меня. Всем спасибо за внимание, до новых встреч, всем пока. Так, значит, я подсоединил уже один конец провода к аудиосистеме. Второй, значит, сейчас я подсоединю в этот, как его, ну, в телефон к себе. Ну, значит, опять же, мы ту же самую музыку проверим. Вот, я ничего не закачиваю специально другого. Давайте тогда послушаем. Так, я вроде включил. Ну вот играет. Ну, то есть все работает. Вот я прибавляю звук на своем телефоне. И, соответственно, звук в колонках тоже прибавляется. Конечно, могу убавить полностью. Ничего не слышно тогда не будет. Вот, то есть я даже несмотря на то, что вот здесь буду прибавлять, звука не будет никакого. Ну, то есть типичный AUX. Ничего тут особенного нет.
Мы самое главное, что проверили, что этот проводок работает. Возвращаясь к вопросу о том, нужно ли тратить 500 баллов на этот товар. Ну, скажем так, если вы не требовательны к качеству, то в принципе можно выбрать. Можно заказать за 500 баллов. Вот. Чтобы так сказать, чтобы было. Если вам нужно лучшее качество, то тратить на это баллы смысла, конечно же, нет. То есть это так, чисто для того, чтобы по наличию было. Вот. А так, за свои там 24 рубля приблизительно, да, то, ну, это неплохой товар, он работает, и, в принципе, никаких нареканий я пока не вижу, да. Конечно, исполнение хромает, но это нормально. За такую стоимость это нормально.